Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку новых заказов из плагина WooCommerce на платформе сайтов WordPress в виде SMS-уведомлений через сервис TurboSMS. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать новые заказы из WooCommerce в другие системы. Например, через сервис TurboSMS производить рассылки вашим пользователям, которые сделали заказ через ваш сайт. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных WooCommerce. Далее необходимо выбрать действие «Принять данные». На этом этапе вам необходимо создать виртуальный аккаунт WooCommerce в системе Apex Drive. В этом окне вы можете дать ему название или просто кликнуть «Сохранить». Когда созданный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите URL для приема данных. Именно на эту ссылку будут приходить новые данные из WooCommerce. Для того, чтобы продолжить настройки, копируем URL и переходим в личный кабинет сайта на WordPress. Далее необходимо перейти в настройки плагина WooCommerce. Переходим на вкладку «Дополнительно». Кликаем «Перехватчики» и создаем новый перехватчик. В поле «Имя» вы можете прописать произвольное имя, например, по названию системы, в которую хотите передавать данные. Статус необходимо изменить на «Активно». В поле «Топик» вам необходимо выбрать событие WooCommerce, при котором будут отправляться данные на указанный веб-хук. В данном случае меня интересует каждое новое создание заказа, поэтому я выбираю соответствующий пункт. В поле URL доставки необходимо вставить скопированную ссылку в системе Apex Drive. Версию API выбираем версию 3. После всех настроек кликаем «Сохранить». После сохранения в поле «Секрет» будет прописано уникальное значение, которое необходимо оставить без изменений. После всех настроек вам необходимо перейти на ваш сайт и создать новый заказ, для того чтобы этот заказ отобразился в системе Apex Drive. Когда заказ создан, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите заказ, который мы только что создали. Если на этом этапе данных нет, попробуйте выполнить действия, которые были описаны ранее. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных WooCommerce успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем TurboSMS. Далее необходимо выбрать действие «Отправить SMS». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт TurboSMS к сервису Apex Drive. Для этого необходимо указать API логин и API пароль. Чтобы получить эти данные, переходим в личный кабинет TurboSMS. Далее необходимо перейти в настройки API. В этом разделе проверяем наличие галочки возле пункта SOAP. После этого вам необходимо скопировать логин авторизации и вставить его в соответствующее поле в системе Apex Drive.
Далее необходимо убрать галочку «Оставить старый пароль» и придумать пароль авторизации для сторонних приложений. После этого вам необходимо прописать текущий пароль TurboSMS и сохранить настройки. После того, как все настройки сохранены, возвращаемся в систему Apex Drive и вводим в поле API пароль только что придуманный новый пароль для сторонних приложений. Когда все необходимые поля заполнены, кликаем «Сохранить». Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите поля, которые необходимо заполнить для отправки SMS-уведомлений при каждом новом заказе из WooCommerce. В поле «Номер получателя» необходимо назначить переменную из WooCommerce, в которой содержится номер заказчика. Для того, чтобы добавить переменную, кликните в поле и выберите ее из выпадающего списка. В поле «Отправитель альфа-имя» вам необходимо прописать вручную альфа-имя, которое у вас зарегистрировано в TurboSMS. Для того, чтобы узнать, какое альфа-имя у вас зарегистрировано, вы можете проверить это в личном кабинете или уточнить в поддержке TurboSMS. Если у вас еще нет зарегистрированного альфа-имени, вы можете использовать одно из стандартных. Вам необходимо прописать альфа-имя так же, как оно выглядит в кабинете TurboSMS. Далее необходимо составить сообщение, которое будет отправляться всем пользователям, которые сделают заказ на вашем сайте. Вы можете использовать прописанные данные вручную, а также переменные из выпадающего списка. Для того, чтобы перейти на следующую строку, используйте Enter. Когда все необходимые поля заполнены, кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в TurboSMS при каждом новом заказе из WooCommerce. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в TurboSMS». После успешной отправки переходим в личный кабинет TurboSMS и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных TurboSMS успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграций и удачи!